Перед нами 4 обычные заметки после рабочего обсуждения. Никаких данных пациентов, медицинских документов. Через минуту из них получится вот такая таблица. Что сделать, кто отвечает и к какому сроку. Но главное, искусственный интеллект не получает права выдумывать пустые ячейки. Покажу весь прием на одном примере. Меня зовут Алексей Гордеев, я врач, заведующий. На этом канале показываю, как применять искусственный интеллект в организационной работе без программирования, без магии и без передачи данных пациентов. В основном выпуске «Выходные» мы говорили об ИИ-помощниках по организационной рутине. Сегодня разберем одну конкретную задачу. Как превратить обезличенные заметки в план действий. Поехали. Вот наш вымышленный исходник. Согласовать тему памятки. Макет нужен к четвергу, проверить все ссылки, ответственного за проверку пока не назначать. Если просто попросить искусственный интеллект, сделай план. Он может красиво заполнить пробелы. Назначить человека, которого мы не называли, придумать дату, добавить задачи, которых не было. Поэтому сначала задаем формат результата и правила для неизвестного. Я использую такой запрос. Работай только с текстом ниже, выдели действие и верни таблицу из 3 колонок. Задача – ответственный срок. Не придумывай отсутствующие сведения. Если ответственный или срок не указаны, так и напиши. Не указан. В конце перечисли места, которые должен уточнить человек. Теперь смотрим, что получилось. Первая строка. Согласовать тему памятки. Ответственный не указан, срок не указан. Вторая строка. Подготовить макет. Ответственный не указан, срок к четвергу. Третья строка. Проверить все ссылки. Ответственный не указан, срок не указан. И отдельно 2 вопроса человеку. Кто проверяет ссылки и к какому сроку нужно согласовать тему. Это выглядит скромнее, чем идеально заполненная таблица. Но такой результат полезнее, потому что он отделяет факты от пробелов. Теперь добавим в исходник еще 2 строки. Обсудили, что памятка должна быть короткой. Возможно, понадобится версия для печати. Первая строка – не действие, а ограничение к макету. Ее лучше вынести в отдельную колонку условия или приложить к задаче «Подготовить макет». Вторая строка – пока гипотеза. Слово «возможно» нельзя незаметно превратить в задачу, сделать версию для печати. В таблице она появляется как вопрос человеку. Нужна ли версия для печати? Это полезное различие – действие, условие и вопрос. Не одно и то же. Если попросить искусственный интеллект собрать все в один список дел, он может стереть эту разницу. Дальше 3 проверки. Первое. Каждая строка таблицы должна иметь опору в исходной заметке. Если искусственный интеллект добавил «разослать памятку сотрудникам», а в тексте этого не было, строку убираем или отдельно подтверждаем. Вторая. Срок не должен превращаться в выдуманную дату. Фраза «к четвергу» остается к четвергу, пока человек не укажет конкретную дату. Искусственный интеллект не должен сам решать, какой именно четверг имелся в виду. Третье. Роль не равна конкретному человеку. Если в заметке написано «проверяет редактор», так и оставляем, не подставляя фамилию из памяти, соседнего чата или адресной книги. Есть и 4-я проверка – дубли. В длинных заметках одна задача может встречаться дважды разными словами. Проверить ссылки и убедиться, что ссылки открываются. Искусственный интеллект может объединить их, но обязан показать, какие строки он объединил. Иначе мы не поймем, исчезла копия или отдельный смысл. Для большого исходника я добавляю в запрос еще одну фразу. Для каждой строки результата укажи номер исходной заметки. Если объединяешь несколько строк, перечисли все номера. Тогда рядом с задачей появляется простой след. Например, источник 3 из 6. Проверять такую таблицу намного легче. После этой проверки у нас есть не готовое управленческое решение, а хороший черновик для короткого разговора. Кто берет первую задачу, кто проверяет ссылки, какой точный срок. Человек заполняет эти поля, и только после этого таблица становится рабочим планом. После заполнения полезно сделать обратную проверку. Пройти исходные заметки сверху вниз и убедиться, что у каждой есть судьба. Она стала задачей, условием, вопросом или была осознанно исключена. Если строка просто пропала, искусственный интеллект не должен молча решать, что она не важна. Важно, для такого разбора не нужны ФИО пациентов, диагнозы, выписки, анализы, назначения, сканы и данные МИС. Если исходная заметка содержит такие сведения, ее нельзя просто копировать в нейросеть. Для демонстрации обучения используйте только синтетический, обезличенный организационный пример. Сохраните короткую формулу. Действие, ответственный, срок, неизвестное не придумывать. Она полезна не только для искусственного интеллекта, это нормальная дисциплина любого плана. В полном выпуске я показываю, какие организационные задачи можно начинать делегировать искусственному интеллекту без пациентов и диагнозов. Ссылка будет рядом с этим видео и в описании. И последнее правило. Все, чего не было в исходнике, не переносим в рабочий план без подтверждения человека. Меня зовут Алексей Гордеев. До встречи.